Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить джем из красной алычи. Алыча сама по себе очень ароматная, но мне захотелось придать джему какую-то пикантность, и я остановилась на перце чили. Легкая остринка в джеме сделает его вкус очень интересным. А второй вариант приготовления будет классический. Я отобрала спелую алычу, помыла ее и уложила в кастрюлю. У меня около 2 килограммов. Ее нужно немного проварить. Добавляю на такое количество алычи полстакана воды и ставлю кастрюлю на плиту. На небольшой мощности провариваю алычу около 15 минут. Она должна стать мягкой и можно будет легко отделить косточку. Время от времени я ее буду перемешивать. После этого дам ей немного остыть. И еще за это время все красящие и дубильные вещества из кожицы перейдут в сок, и джем получится более насыщенного цвета. Обычно я пользуюсь вот таким дуршлагом. Через мелкое сито это делать сложнее. После того, как алыча остыла, она пустила много сока. Беру частями и начинаю перетирать руками. Можно использовать лопаточку, можно ложку, если вам так удобнее. Обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять этот рецепт, и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. Остаются практически одни косточки. Всю алычу я перетерла. У меня получилось 1,5 килограмма вот такого яркого ароматного пюре. Я делю его пополам, так как буду готовить джем с 2 вкусами. Первый вариант – это классический. Для него я взяла 750 граммов пюре из алычи, 400 граммов сахара, 20 граммов пектина. Как всегда, из общего количества сахара беру 2 ложки и смешиваю с пектином. Оставшийся сахар всыпаю в алычу, размешиваю и ставлю на плиту. У меня на канале есть рецепт соуса ткемали, который я готовила из этой алычи. Очень рекомендую попробовать, вкус незабываемый. Видео можно посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. После того, как масса закипела и сахар растворился, всыпаю пектин и быстро размешиваю, чтобы он не взялся комками. После закипания варю еще 2-3 минуты и разливаю в подготовленные простерилизованные банки. Закрываю крышкой. Для джема с перцем чили я взяла 750 граммов пюре из алычи, 400 граммов сахара, 1 чайную ложку хлопьев острого перца, 20 граммов пектина. Как обычно, смешиваю пектин с сахаром. Оставшийся сахар добавляю к алычи, перемешиваю и добавляю хлопья острого перца. Можно для джема взять и свежий перец чили, но тогда джем нужно будет чуть дольше проварить, чтобы перец отдал свою остроту и вы попробовали на вкус. Хорошо, когда остринка легкая, потому что у нас все-таки джем, а не аджика. Отправляю все на плиту, довожу до кипения, варю пару минут и после этого обязательно пробую на остроту. Если вам недостаточно, то добавьте еще немного перца чили. Если всего достаточно, то всыпаю пектин и перемешиваю. Варю 2-3 минуты и разливаю в стерильные баночки. Закрываю крышкой. Вот такие 2 простых рецепта. Вы можете экспериментировать со вкусами сами. Можно добавить кардамон или корицу, и тогда ваш обычный джем заиграет новыми вкусами. Мои любимые рецепты джемов и желе смотрите в этой подборке, все очень вкусно.
Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал. Это вкусно!